Привет, песеры, с вами Морж. Давненько мы не виделись, в принципе, неудивительно, в игре ничего не происходит, а лето, оно заканчивается. И, конечно же, хочется потратить время на отдых, а не на выпуск непонятно чего, тем более без повода. К сожалению, да, у нас затишье, тем не менее, хочу сегодня с вами попиздеть, как обычно. Вы знаете, в игре у нас пришло сообщение, что в конце августа состоится обновление до eFootball 2023. Много вопросов по этому поводу, что будет переноситься, что не будет переноситься, потому что Konami, как всегда, нам это все описали на своем канамиевском наречии, которое нужно переводить. Поэтому давайте вместе с вами поразбираемся, чего будет и чего нам стоит ждать. Ну и, в принципе, я выскажу свои мысли, в общем, все как обычно. Само собой, полезные ссылки в комментарии, в закрепленном комментарии, конечно же, и в описании к видео. Вам желаю приятного лета, ну и давайте смотреть, что нам сообщают. В ходе подготовки к новому сезону в конце августа мы обновим eFootball 2022 до eFootball 2023. В 23-й части появятся дополнительные национальные лиги и будут добавлены данные в соответствии с повышением, понижением и трансферами игроков. На этом остановимся. Во-первых, да, Konami подписала несколько лиг себе в партнерку, там лига Чили, по-моему, Латинская Америка, естественно, нас это особо не интересует, но тем не менее мы ждем их добавления. Также я считаю, что в этом обновлении будет добавлены наконец-то Милан и Интер с нормальными формами, нормальными логотипами. Партнерка с ними давно, а, собственно, почему-то в игре их нет. Далее, понижение и повышение трансфера игроков. Судя по всему, здесь они имеют в виду понижение и повышение рейтингов. И вот тут интересно, ну и по трансферам, само собой. То есть, они, по сути, нам говорят, что у нас изменятся карточки, которые у нас есть в игре, в связи с трансферами. Но при этом у нас предыдущее обновление, если вы помните, оно совсем недавно было, у нас появились карточки уже с некоторыми трансферами, то есть там, допустим, тот же Холланд оказался уже в Манчестер Сити, но при этом карточка, которая была у тебя, повышению и понижению не подлежала. И поэтому здесь, конечно, читать это можно очень двояко, но я считаю, что нам все-таки будут полностью менять игроков, то есть полностью менять их принадлежность к клубу. И здесь стоит остановиться. А фиалки, что будет с ними? Потому что фиалки, когда вот такие вот происходили обновления до следующей части, у нас забирали. Konami не сказала ни слова. И типа хрен его знает. Дальше у нас идет перенос внутриигровых активов и других данных. Будут перенесены следующие внутриигровые активы. Монеты eFootball, хорошо. ГП, хорошо. Очки eFootball, они же ебалы, хорошо. Данные игрока, вот тут останавливаемся. Смотрим наверх и читаем, что будут обновлены данные в соответствии с повышением и понижением и трансферами. Ниже Konami нам сразу утверждает, что данные игрока будут перенесены. И тут ты сидишь такой и думаешь, а что вы нахрен имеете в виду? Нельзя это немножко подробнее расписать? Данные главных тренеров, допустим, цели, бонусы за вход, игровые предметы и параметры. Параметры это очень важно, а то потом в настройке столько времени надо потратить. Однако, обратите внимание, что следующие игровые активы могут поменяться. Принадлежность игроков и главных тренеров к тому или иному клубу. То есть, все-таки трансферы нам совершат. Дизайн карточек игроков. Хорошо, могут новые фотографии добавить. Дальше у нас идет масштабное техобслуживание для обновления лицензий. В ноябре мы планируем провести масштабное техобслуживание для переноса игровых активов. После масштабного техобслуживания у большинства обычных игроков, подписанных в eFootball 2022, будут обновлены фотографии и данные по принадлежности клуба. И тут ты такой сидишь и думаешь, Konami, сука, вы же сейчас это говорите, что нам обновите вот в конце августа до 23-й части. Вообще нахрена это обновление сейчас в конце августа? Сейчас я скажу почему. Кроме того, игроки, которые отсутствуют в новой версии, будут заменены игровыми предметами такой же стоимости. Готовимся, ребят. Некоторых легенд могут выпилить. Вот это прям читается в этой фразе. У нас такое уже было, когда у нас забирали легенд и икон, и тебе давали рандомную легенду или икону на ту же позицию. И Konami вообще не трогала, что, допустим, она у тебя есть. Обратите внимание, что вышеупомянутая информация является предварительной. Спасибо! Скоро мы опубликуем более подробную информацию. Публикации нет никакой, ребят. Сейчас 16 число. Говорят, что вот это вот обновление на конец августа будет 25-го. Почему 25-го? Я понятия не имею. Трансферное окно закрывается 3 сентября. 3 сентября в 2022 году закрывается трансферное окно.
Какого черта Konami не может сделать это обновление, ну пусть 5 сентября, пусть 7 сентября, когда уже все трансферы будут совершены. Итого мы получаем кусок, огрызок, в котором какую-то часть каких-то игроков перенесут в связи с трансферами. Может быть поднимут, может быть не поднимут. Обратите внимание, что некоторых мы можем забрать, а можем не забрать. Кстати, это предварительная информация. Короче, вот ты сидишь, это читаешь и понимаешь, что... Такое ощущение, что офис сам не понимает, что делает. Вот серьезно, они сидят и такие, какая у нас цель? Они такие, а у нас нет цели, у самурая только путь. Просто пиши все, что угодно. В итоге, какие выводы я бы из этого сделал? Обычные игроки перенесутся, часть сменит приписку клубную в связи с трансферами. Часть не сменит, а сменит в ноябре, потому что Konami просто делает обновление до того, как закроется трансферное окно, и не все трансферы еще будут проведены. По монетам, ГПшкам, ебалам волноваться нечего, будет все перенесено. Игровые предметы, это продление контрактов, например, тоже будут перенесены. Все тренера будут перенесены, но могут измениться у них параметры. То есть условный Гвардиола, который сейчас имеет 87 контроль мяча, может стать, не знаю, длинный пас 89, а может и не стать. Ну, тут по решению Konami, так сказать. Вот. И добавление, собственно, лиг, которые они добавили по лицензиям, и, скорее всего, клубов, которые они добавили по лицензиям. Конечно, я ожидаю Милан и Интер, конечно, потому что давно уже подписано, а почему их нет до сих пор в игре, непонятно. Считаю, что это обновление сделано рано, ну зачем, просто зачем, сделайте в конце трансферного окна. И причина вообще этого обновления, ну, по моему мнению, что Konami как можно быстрее хочет уйти от бренда, который обосрался, то есть eFootball 2022, чтобы, когда ты гуглил eFootball 2022, тебе Google не писал, а может быть хотите посмотреть порно с 70 неграми, ну просто там менее жестко, чем отзывы про eFootball 2022. И мне кажется, они максимально быстро хотят от этого сбежать. Но почему вот такими вот огрызками, почему вот такими вот кусками, я не понимаю. FIFA тоже, она не выйдет в начале сентября. То есть в любом случае можно было, ну, вторая неделя сентября, вот выпускать eFootball 2023, и все равно бы оказались впереди FIFA, но при этом обновление было бы полное, целостное, никаких вот этих огрызков и кусков. К сожалению, Konami считает по-другому, то есть у нас вот прошлое обновление, по сути, огрызок, да, когда у нас часть игроков все-таки сменили клубы. Сейчас обновление, да, eFootball 2023, опять огрызок, часть игроков сменят клубы, а часть не сменят. А потом еще в ноябре, причем в ноябре, пацаны, блин, трансферное окно закончится 3 сентября, а эти гении до ноября будут допроводить трансферы. Ну там, ну туда уникальные люди идут работать, вот серьезно, просто отбор 10 из 10. И потом аж в ноябре будет окончательное обновление трансферов. Классно. А в декабре начинается следующее трансферное окно. Кто не сыт, еще по кругу называется. В общем, не волнуйтесь, главное, ребят, привяжите обязательно свой аккаунт к Konami ID, чтобы его не потерять, потому что вы знаете, как Konami любит у нас делать приколы для игроков. Это обновление может стать, может всех повыкидывать из игры, у кого будет не привязано, те потеряют аккаунты. Ну, ждем огрызок, на 25 августа его вроде как предрекают. Посмотрим, чего они сделают. Вроде обещают чуть больше информации дать позже. Как дадут, конечно же, я с вами это разберу. В общем, вот такие у меня мысли, по переносам. Будем надеяться, что Konami сделают нормально. Дай бог, не знаю, где уже свечки ставить. Но на этом прощаюсь, с вами был Морж, как всегда, пока-пока.